Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Последние 24 часа для крипторынка выдались не самыми приятными. Как видно из этой инфографики, большинство монет находится в минусе в красной зоне. Биткоин же у нас просел на более чем 6%. Можно, конечно, говорить, что биткоин у нас падает, но можно воспользоваться приемами наших СМИ, как описывают падение рубля, и сказать, что биткоин начал тактическое отступление, чтобы взять реванш в скором будущем. Если взглянуть на изменения лонгов и шортов по биткоину, то здесь снова резкие необычные изменения. На этот раз за последние сутки у нас прибавилось шортов на плюс 238% по биткоину. Это неудивительно, потому что мы пробили восходящий канал вниз, и теперь многие уверены, что мы пойдем обновлять лои, а следовательно выглядит логичным входить в шорты. Многие, видимо, так и сделали. Однако по эфириуму шортов новых не открывается. Наоборот, даже немного притормозился рост данного показателя. Уже долгое время наблюдается планомерное увеличение шортов, но сейчас наращивание шортов приостановилось на эфириуме. Стоит отметить, что и лонги за последние 24 часа у нас сократились на более чем 28%. Вполне возможно, что это была ликвидация. По Ripple же особых изменений за последние сутки не было. Плюс-минус 5% в позициях шортистов и лонгистов. Только вчера эфириум Classic потерял свою четвертую строчку по обороту торгов за 24 часа. Сегодня же он снова обогнал Binance USD и Bitcoin Cash. Сейчас он снова на четвертой строчке вслед за биткоином и эфириумом. Тезер у нас, конечно же, вне конкуренции на первом месте. После пробития восходящего канала на биткоине индекс страха не мог не отреагировать, и мы снова вернулись в экстремальный страх. На сегодня это цифра 20. Недолго мы росли, всего один день, и сейчас снова показываем снижение, страх увеличивается. Что же касается показателя альт-сезона, он сегодня у нас немного снизился и находится на отметке 59. За последние сутки было ликвидировано почти 89 тысяч трейдеров, и, как несложно догадаться, практически все они лонгисты. Более 90% из всех ликвидаций это лонговые позиции, а Grayscale второй день продолжает у нас все продавать. Снова он ничего не купил, второй день подряд наблюдаем распродажу их активов. Не так много, но все-таки за 24 часа все в продаже. Топ социальной активности за последние несколько часов выглядит данным образом. На 12 месте знакомый нам Dogecoin, и, что удивительно, Baby Doge намного более востребован в социальных сетях. Также стоит отметить монету AMP. Сегодня на графике посмотрим. Также ее листят на новой бирже. Сентимент биткоина в Твиттере по-прежнему остается положительным. Несмотря на последнее падение, за 24 часа мы находимся в зеленой зоне, и вполне уверенно пользователи Твиттера показывают бычий сентимент. Резерв биткоина на всех биржах снова немного сократился. Резкого падения не наблюдается, но потихоньку мы продолжаем спускаться вниз. Что же касается эфириума, мы также продолжаем обновлять лои, но здесь намного веселее. Эфириум исторические лои обновляет, а не просто локальные. При этом делает он это достаточно уверенно и большими темпами. Резервы стейблкоинов на биржах пока находятся на максимумах, но не торопятся ни снижаться, ни обновлять хаи. Пока во флете. Приток биткоина на все биржи за последние сутки увеличился в сравнении предыдущих 3 дней. Все еще на довольно-таки низких значениях находится данный показатель, но в сравнении с предыдущими днями приток увеличивается. На фоне увеличения притока объем продаж и покупок наоборот снизился. Третий день подряд у нас данный показатель снижается. Радует то, что хэшрейт у нас по-прежнему не летит вниз, планомерно растем. За последние сутки небольшое снижение, но это нормально. В целом наблюдается рост хэшрейта. И на этом фоне, естественно, майнеры пока что не продают. Также, видимо, ждут более выгодных цен. Из интересных новостей по монетам это монета Harmony. Добавлена новость о бесплатной раздаче Cake среди держателей One. Об этом написали в Твиттере в официальном аккаунте PancakeSwap. Не новое, но ближайшее событие – это листинг монеты AMP на бирже InDeX. Также монету QSAMA залистят на бирже OceanX. Это запланировано на 9 июля. Что у нас в твиттере Илона Маска? По поводу крипты он отметился ответом, в котором написал I love this. Можно, конечно, подумать, что ему просто понравилась вот эта гифка с поющим рисунком своего портрета. Но эта гифка была сопровождена надписью Pump Bitcoin Elon. На что он ответил: я люблю это. И если не смотреть на картинку, то здесь просто. Его попросили запампить биткоин, и он написал, что он любит этим заниматься. Поэтому вполне вероятно, что будут появляться новые твиты про биткоин, в котором он будет нахваливать данную криптовалюту. Из интересных новостей у нас, как всегда, Китай. На этот раз Центробанк этой страны назвал биткоин и стейблкоины спекулятивными инструментами. Можно подумать, что кто-то этого не знал. Но почему-то теперь заместитель председателя Народного банка Китая Фань
и Фэй считают, что спекулятивность угрожает безопасности финансовой системы и социальной стабильности. Так называемые стейблкоины, особенно глобальные, могут создавать риски и угрозы для международной валютной, платежной и расчетной систем. Мы по-прежнему обеспокоены этой проблемой, поэтому приняли некоторые меры. Естественно, эти заявления появляются из-за того, что Национальный банк Китая продолжает активно продвигать цифровой юань, потому что в Китае действует запрет на международные транзакции в фиате для физических лиц в размере 50 тысяч долларов. Но совсем не глупые китайцы используют USDT для вывода капитала за рубеж, и правительству это категорически не нравится. Они не могут этого отслеживать, и деньги просто утекают из страны. Также Фань Ифэй заявил, что Китай будет использовать цифровой юань во время зимних Олимпийских игр уже в 2022 году. Неудивительно, что они такими большими темпами пытаются избавиться от всей криптовалюты в своей стране, чтобы не создавать конкуренцию CBDC. Еще одна латиноамериканская страна, на этот раз Аргентина, предложила узаконить крипту. Но пока что это только выплаты зарплат в биткоине. Депутат парламента Аргентины Хосе Луис Рамон предоставил законопроект, который в случае принятия позволит работникам получать зарплату в биткоине или других криптовалютах на выбор. Эта инициатива связана с необходимостью обеспечения большей автономии и управления заработной платой, что не означает утраты прав или возможных злоупотреблений в рамках трудовых отношений. Как заявляет сам законодатель, смысл данной инициативы – это сохранение покупательской способности сотрудников и повышение их финансовой автономии. Еще одна страна появилась, которая недовольна работой Binance. На этот раз регулятор Польши призвал к осторожности при использовании услуг Binance. Они пока ничего не выдвигают и никого не запрещают, но просто заявляют, что этот рынок не регулируется и подлежит надзору со стороны Управления финансового надзора Польши. Учитывая защиту участников финансового рынка и предупреждение иностранных регуляторов, мы рекомендуем соблюдать особую осторожность при использовании услуг организации группы Binance. Также они добавили ссылки на предупреждения относительно деятельности Binance у регуляторов Германии, Великобритании, Каймановых островов и Таиланда. Как-то странно выглядит их наезд. Данные страны хотя бы что-то официально предъявляли, какие-то нарушения, а Польша просто такая встала в ряд и заявила: ну нам тоже не нравится. Почему? Просто будьте осторожны. Крупная сеть премиум отелей Pavilions добавила опцию оплаты криптовалютой. Они будут принимать биткоины, эфириум и еще 40 других альтов. Расширение способов оплаты в сочетании с безопасностью и спокойствием для наших гостей усилит персонализацию оказываемых услуг. Так объяснил основатель и владелец отелей свое решение внедрить оплату криптой. Казалось бы, неплохой позитив, но рынок на это реагирует совсем не взлетом цены. Ну давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках криптовалют, и начнем с биткоина. Долгое время у нас цена находилась в восходящем канале. На данный момент мы его пробили вниз. Еще, конечно, мы, возможно, вернемся в данный канал, но я думаю, стоит рассмотреть другие варианты, что у нас сейчас происходит. Вариант нападения у нас остается неизменным. Это у нас отмеченная зона, которая начинается от 20 тысяч. Напомню, кто забыл, сюда мы можем дойти в рамках завершения вот этой пятой волны. То есть по расчету волна 5 должна завершиться вот здесь. Но так как мы выполнили минимальную цель и ударились об уровень сопротивления, вполне вероятно, что пятая волна была завершена вот здесь. Поэтому давайте рассмотрим, какие есть еще варианты, если мы не пойдем отрабатывать медвежий сценарий. Сразу стоит отметить, что вариант на рост все еще актуален, потому что мы не пробили лой. Вылет из канала не означает отмену волны B. Если волна 4 у нас завершилась на данных уровнях, то что у нас происходит вот здесь? Пятая волна могла завершиться не на данных ценовых значениях, а, например, вот здесь, с укороченной волной 5 в рамках пятой волны. Давайте поближе посмотрим, что я имею в виду, покажу. Я имею в виду, что внутренняя структура волны 5 вполне возможно могла быть и вот такой, с укороченной волной 5 в рамках волны 5 старшего порядка. А это значит, что ортодоксальная точка завершения падения находится на данных уровнях. После этого мы наблюдали рост, который также укладывается в импульсную структуру с растяжением в волне 3. В волне 3 также 5 волн. И сейчас мы находимся в коррекции от данного импульса. То есть данное предположение мое, данная структура будет актуальна до тех пор, пока мы не снесли вот здесь лои, предполагаемые стопы, и пока мы не сделали перелой. Также вполне адекватно выглядит здесь коррекционная структура WXY, волна W и треугольник в волне связки X. Теперь мы находимся в завершающей коррекционной волне Y. Давайте попробуем посчитать, куда она у нас может дойти. Расчетная зона
данной волны находится вот здесь. Мы как раз ее зацепили, но пока еще есть куда у нас сходить пониже. Вот она, зона коррекции волны Y. Если же накинуть Фибоначчи на весь импульс, то вот она, общая зона коррекции. Здесь она у нас совпадает, и в принципе мы пришли как в ту зону, так и в эту. Я думаю, понятно. Все обрисовал. Пока данное движение, по моему мнению, вписывается в данную структуру. Еще раз напомню, у нас есть по-прежнему очень такой медвежий сценарий, это падение до 20 тысяч. Но оно у нас известно уже давно. Мы сейчас рассматриваем рост от текущих уровней. Что у нас может здесь происходить, если все-таки бычий сценарий актуален? А он у нас, в принципе, вполне возможен. Поэтому по завершению здесь коррекционной структуры также можно ожидать продолжения восходящего движения наверх. Давайте глянем эфириум. По эфириуму здесь все это обрисовывается. Смысла особого нет, потому что здесь даже канал еще не сломан, здесь по-прежнему все нормально, мы находимся в восходящем движении, ничего критичного у нас здесь не произошло. По эфириуму также актуально восходящее движение. Что у нас происходит на Рипле? Рипл у нас выглядит достаточно слабо, на нем нет ни объемов, на нем и канал пробит, на нем и образовался локальный нисходящий тренд. Его пока точно покупать здесь не стоит, я бы понаблюдал, как он здесь будет реагировать на изменение цены биткоина. Поэтому глобально здесь также не отменен сценарий с ростом в волне B, пока мы не обновили лои. Ripple сейчас выглядит достаточно слабо. В принципе, он даже локально перешел в нисходящий тренд, торгуется в нисходящем канале после того, как пробил. Есть ли у него здесь вариант такой же, как и на биткоине, например, с укороченной волной 5, здесь на это не похоже. Здесь все-таки я бы понаблюдал, как будет цена вести себя дальше и образует какую-то понятную структуру. Если по биткоину у нас еще проглядывается импульсная структура, то здесь прямо явно выделяется 3 волны наверх, что является коррекционной структурой. А это значит, что мы направимся ниже. Это же подтверждает и нисходящий канал, это же подтверждает и низкие объемы. И поэтому думаю, что по Ripple лучше понаблюдать, что будет происходить в ближайшее время, и точно уж его не торговать. По доминации биткоина мы получаем какой-то легкий отскок. В пользу разворота здесь говорит то, что мы имеем дивергенцию на индикаторе. И давайте глянем еще несколько монет. Ethereum Classic снова попросили глянуть, не сломалась ли здесь структура, но мы не пробили здесь хай волны 1, поэтому по-прежнему находимся в волне 4, и движение в волне 5 все еще у нас в силе. Если определять расчетную зону, то она у нас будет, естественно, уже пониже, так как цена немного снизилась. А так, в принципе, данная структура по-прежнему актуальна. Прогноз по Ethereum Classic все тот же, ничего здесь менять не нужно. По рублю просили глянуть, но здесь у нас тоже все по плану. Единственное, что нужно сказать, здесь мы пока идем в рамках треугольника, и стоит понаблюдать, как мы будем реагировать, как цена будет реагировать на верхнюю грань этого треугольника, потому что здесь также может быть сценарий, где мы просто пробиваем и улетаем. Пока вижу здесь только лонговые сценарии, то есть либо у нас здесь было 1-2, и мы полетим сейчас в третью волну наверх, либо здесь дорисовывается еще Е, и тоже летим наверх. Поэтому по рублю здесь все предсказуемо, но плохо. По монете ADA, что у нас было здесь на последнем ее просмотре, здесь у нас была предполагаемая волна А и также возможен рост в волне Б. Но вот, как всегда, у нас наблюдается на этой скользяшке 200-ки. Все время к ней приходим, и сложно ее преодолеть. Пока ADA не удалось этого сделать. Глобальный прогноз здесь менять я не буду. Здесь также в приоритете рост в волне Б. Но чтобы подтвердить данное предположение, нужно пробить вот эту скользяшку. Пока рост у нас в силе, здесь прогноз тот же самый. Еще что-то отмечал. Да, вот монета комп, то у нас здесь. Да, здесь мне писали посмотреть ее, и явно виден рост объемов. Это всегда хорошо. Давайте глянем глобально, что у нас здесь такое с этой монетой. Мы ее до этого не смотрели. Так, объемы нормальные. На дневках у нас здесь максимальные объемы. Это хорошо. Здесь плюс был дивер. На дневках развернулись после дивера, пробили скользяшку на дневках. Данная монета очень шикарно выглядит. Что касается структуры, здесь также пока все неплохо. Идем в третьей волне. Естественно, мы уже здесь все пробили, все, что можно было. И сейчас у нас коррекция в четверке, предположительно. Вот она, коррекционная зона. Думаю, мы либо уже завершили коррекцию, либо еще немного снизимся. Но вот она, зона совсем близко. А после завершения первая цель, естественно, это предыдущий пик в волне 5. И уже дальше потом посмотрим, что будет происходить. Если мы отрисуем данную структуру, то это будет всего лишь волна 1, будет потом коррекция в волне 2 и вполне возможен хороший рост. Но пока забегать рано, нужно завершить структуру данной волны. Еще монета 1 EMP. Здесь у нас тонны истории. Также недавно были в прошлом месяце рекордные объемы. В июле пока тухло. Объемы наверх, индикатор наверх.
наверх. Ну давайте локально, что у нас здесь. Это движение похоже на 1, 2, 3. И сейчас мы находимся в четверке. И остановились мы примерно на таком хорошем уровне сопротивления. Да, если по истории смотреть даже. В феврале мы об него ударились, не пробили. Здесь торговались, еще раз отбивались. Это же является пиком волны 1. Еще раз пробивали. Короче, это сильный уровень поддержки и сопротивления. Сейчас мы находимся на нем. Естественно, рост при развороте здесь у нас это предыдущий пик, до которого можно больше 100% получить. Давайте посмотрим более подробно. Объемов здесь пока нет. Пытаемся здесь отскочить уже. Получается раз, два, третья это попытка. Радует, что не пробиваем данный уровень, не ломаем структуру, но по-хорошему бы здесь пойти наверх. Для особо рисковых и кто хочет залетать, я думаю, можно со стопом брать прямо сейчас, а стоп поставить, ну, либо вот за эти лои, ну, либо перестраховаться и поставить вот за этот лой. На часовиках, конечно, объем есть, но он был и вот здесь, но улететь не смогли. Это неплохая точка входа, к тому же стоп близко, а take profit достаточно далеко. Монета AMP, можно к ней присмотреться, но в любом случае решать вам, торговать здесь или нет. На этом сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!